Привет всем, с вами Роман Грецкий, и вы на канале обзоров инструмента с интернет-магазина takidat.com.ua. Если вам интересно все, что связано с инструментом, а именно обзоры, тесты, разборки, тогда вы попали туда, куда нужно, и самое время подписаться на этот канал. А в этом видео поговорим об одной из самых топовых моделей шуруповертов Makita на 18 вольт с бесщеточным двигателем модели DDF 485. Несколько слов про особенности инструмента. Итак, этот бесщеточный шуруповерт Makita работает от универсальной 18-вольтовой батареи Makita, которая совместима с множеством других аккумуляторных инструментов. В целом их более 300. Как для 18-вольтового шуруповерта сразу в глаза бросаются компактные габариты. Его длина составляет всего 16,5 см, а высота до посадки аккумулятора 20 см. Без аккумулятора шуруповерт весит 1 кг, с батареей 5 Ах 1,7 кг. Но пусть вас не вводит в заблуждение компактность этого инструмента. Максимальный крутящий момент у него составляет 50 Нм. Он достаточно мощный, что и проверим в тестах в этом видео. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором. Первая скорость развивает 500 оборотов в минуту, что подойдет для работы с крепежом, а вторая скорость развивает внушительные 1900 оборотов, и на ней хорошо сверлить. Стоит отметить возможность плавно регулировать обороты нажатием на кнопку. Кнопка очень чувствительная, что добавляет комфорта, когда нужно аккуратно засверлиться или наживить крепеж. Отдельного внимания заслуживает патрон. Он имеет блокировку шпинделя, а также дотяжку с трещоткой, которая позволяет, не прикладывая сверхусилий, плотно затянуть оснастку. При этом, как бы вы ни затянули патрон, его всегда можно легко открутить. После щелчка он сразу разблокируется. Также шуруповерт оснащен ярким фонариком из двух светодиодов. Подсветка запускается сразу же до начала вращения патрона и имеет задержку, то есть гаснет плавно. Таким образом можно подсветить до начала работы. Несмотря на то, что шуруповерт бесщеточный и по идее должен меньше нагреваться в сравнении со щеточными моторами, так как имеет меньше трения в двигателе, но на корпусе все равно есть большие отверстия для отвода воздуха, и отводится он очень интенсивно. Шуруповерт рассчитан на продолжительные нагрузки. Единственное, что во время очень интенсивной непрерывной работы с тяжелым крепежом, когда вы держите и закрываете корпус одной рукой, тогда горячий воздух может слишком нагревать руку, если работаете без перчаток. Из стандартных функций для шуруповерта имеется трещотка, 21 положение, ну и конечно же режим сверления. Также есть реверс, ну куда же без него в шуруповертах. В целом шуруповерт хорошо сбит, имеет отличную развесовку, его приятно держать в руках благодаря тому, что все черные вот эти части корпуса прорезинены. Разбирать этот шуруповерт я не буду, так как бесщеточный двигатель не представляет из себя ничего особенного. Это катушка статора, а также якорь, ну и вся электроника, которая залита сплошным слоем, там все закрыто. Насчет редуктора, то я думаю, вы понимаете, что в такого класса шуруповертах шестерни никакие не пластиковые, здесь все металлическое и достаточно качественно. А вот узнать, на что он способен и хорошо протестировать его, вот это интересно. Поэтому давайте приступать. Дальше в видео посмотрим, как работает система шуруповерта, дадим хорошую нагрузку этому инструменту и проверим выносливость и объем работы, который можно выполнить на полном заряде 5-амперной батареи. Для начала проверим, как работает трещотка шуруповерта и насколько она плавно и постепенно увеличивает мощность. Двадцатая как раз четко закручивает вот этот саморез. Ну и 21-я контрольная. Как видите, примерно на 7-8 положении трещотки шуруповерт на первой скорости загоняет полностью саморез черный, стандартный, диаметром 4,2, длиной 90 мм. Ну а ровно на 20-м предпоследнем положении трещотки шуруповерт все на той же первой скорости справляется уже с более внушительным универсальным шурупом длиной 120 мм,
диаметром 6 мм. На последнем же 21 положении трещотка начинает срабатывать уже тогда, когда шуруп полностью уходит вовнутрь древесины. Поэтому есть еще небольшой резерв. В целом, по итогам теста трещотки можно отметить, что нагрузка возрастает планомерно по мере увеличения значения, и лесенка получается плавная и постепенно углубляется крепеж. И все же в сравнении с более компактными, например, шуруповертами с напряжением 10,8 вольт или 12, чувствуется, что этот 18-вольтовый шуруповерт от Makita рассчитан все же на более серьезную нагрузку, и трещотка работает агрессивно. Я думаю, что с мелкими и тонкими по диаметру саморезами, например, 4 мм в диаметре и до 50 мм в длину, вот от 1 до 5 это максимальное положение трещотки, которое необходимо будет для работы с этим крепежом. Ну а теперь пришло время небольшого краш-теста, и проверим шуруповерт под нагрузкой больше, чем его заявленные характеристики. Для этого проверим, справится ли шуруповерт в режиме сверления на первой скорости с винтом по дереву диаметром 12 мм, длиной 100 мм. Для сравнения, вот стандартный черный саморез диаметром 4,2 мм, вот это вот шуруп шестерка, а вот это винт 12. И загонять его будем без засверливания. С первого раза закрутить не удалось, сработала защита от дурака, она здесь есть, и это плюс, особенно когда вы хотите крутить такой крепеж, под который не рассчитан этот инструмент. Но, как вы понимаете, на этом не остановимся и попробуем дожать, ведь осталось совсем немножечко. Как видели, он таки справился, немного с разгону, но все же, повторюсь, для постоянной работы с такими винтами он точно не предназначен. По характеристикам максимальный диаметр сверления этого шуруповерта в дереве составляет 38 мм. Возьмем пировое сверло 35 мм и проверим, насколько хватит отверстий шуруповерта на полном заряде 5-амперной батареи. Доску посверлим 30-ку. Что, батарейка полностью заряжена, все значения горят. Посмотрим, насколько хватит полного заряда с этим сверлышком. Что, индикатор на шуруповерте начал мигать, а также шуруповерт начал иногда отключаться. Ну и через 5 минут посмотрим, может быть, батарея немного восстановится и еще хватит немножко поработать. Прошло 5 минут, батарея все еще моргает. Но, видимо, шуруповерт полежал и решил, что с него хватит. Итоговый результат: 59,5 отверстий, сверлом 35 мм пировым, на батарее 5 ампер-часов, в доске 30 мм. Неплохой результат, на мой взгляд. А вы как думаете? Напишите в комментариях к видео. Такой вот обзор получился. Ссылка на этот шуруповерт в нашем интернет-магазине takida.com.ua будет в описании к этому видео. И также мне очень интересно будет почитать ваши комментарии относительно того, как вам результат этого шуруповерта и в целом понравился ли он вам. А на этом все. Увидимся в новых видео. Пока!